Можете прокомментировать ситуацию в Сирии, когда можно ждать развязку и что ожидать от переговоров оппозиции с Лавровым? Я думаю, что кризис в Сирии приобрел глобальный характер. Поэтому главное сейчас — это прекращение насилия в Сирии. Но это возможно только при условии согласия или приведения к общему консенсусу позиций всех глобальных игроков. Прежде всего, это Соединенные Штаты и Россия, о чем здесь и говорилось. Вот это главный момент, то есть прекращение поставок вооружений антиправительственным вооруженным группировкам в Сирию, прекращение вооруженных действий и с той, и с другой стороны — это главное. И затем можно говорить о начале позитивного политического процесса, то есть национального диалога, о чем говорилось и в предложениях сирийского руководства, и о котором говорилось и на нынешней пресс-конференции, о котором говорила эта часть сирийской оппозиции. Я думаю, что главное — это вот именно прекращение насилия путем согласованности политических позиций Соединенных Штатов и России и внутреннего согласия в Сирии. Согласие оппозиции, прежде всего, прекратить военные действия и начать политический процесс. Но вот за последние 2 года стороны так и не смогли договориться. Как же можно ждать, что они найдут решение в ближайшее время? Это действительно так, но, на мой взгляд, сейчас наступает новый этап. То есть сейчас вооруженная оппозиция, представленная прежде всего радикальными исламистскими группировками, проявляет себя не только в Сирии. Те же силы воюют в Мали, воевали в Ливии. Те же радикальные исламистские группировки, политически те же, которые выражают ту же идеологию, участвовали в убийстве американских дипломатов в Ливии, и об этом говорил и Барак Обама. Совсем недавно в выступлении перед американским конгрессом он сказал о том, что да, мы будем поддерживать сирийскую оппозицию, но мы должны очень хорошо посмотреть, в чьи руки пойдет это оружие, чтобы оно потом не было использовано против Соединенных Штатов и против Израиля. Следующий момент. Соединенные Штаты сейчас включили в список террористических организаций одну из главных вооруженных антиправительственных группировок в Сирии — Джабхат ан-Нусра, фронт победителей. И это уже достаточно знаковый момент. То есть идет осознание того, что радикальный исламизм представляет собой угрозу не только для Сирии, для сирийского руководства, для сирийского народа, но и для Запада. И это позитивный факт, позитивный момент. Я думаю, вот на этой основе возможна общая позиция России и Соединенных Штатов. А нет ли опасности, что конфликт перекинется на соседние Сирии государства? Да, такая опасность есть. Собственно, он уже перекинулся. В Ливане, мы знаем, происходили столкновения. В Турции были террористические акты. В Ираке террористические акты. Это все отголоски сирийского конфликта, который выходит за территорию Сирии. И это тоже момент и факт, который не могут не учитывать в своей политике западные державы, прежде всего. И это вот тоже... С одной стороны, это негативный момент, то есть распространение насилия за пределы территории Сирии, но в то же время это позитивный момент в плане понимания вот этой угрозы, понимания со стороны, прежде всего, наших западных партнеров. И что можно ожидать от переговоров, которые состоятся завтра между Лавровым и представителями оппозиции? Я думаю, что будут конкретизированы те моменты, о которых уже шла речь, то есть конкретные шаги по созданию, возможно, коалиционного правительства, возможных переговоров между оппозицией и руководством Сирии. Но главный вопрос все-таки, на мой взгляд, это нахождение консенсуса между самой оппозицией, потому что мы знаем, что существует целый ряд организаций, группировок, зачастую враждующих между собой среди оппозиции Сирии. Среди этой оппозиции нет единства, и пока еще нет субъекта для переговоров. Должна быть единая программа, единая позиция, чего нет в среде сирийской оппозиции. Вот это тоже вопрос, который, на мой взгляд, будет затронут во время переговоров. Борис Васильевич, скажите, пожалуйста, возможно ли возобновление дипотношений между Россией и Грузией? Я хочу сказать, что в перспективе они, конечно, возможны. И это необходимость.
Это необходимость и для России, и для Грузии, поскольку и Россию, и Грузию связывают исторические традиции, историческая дружба, исторические корни. И, безусловно, в конце концов, здравый смысл и разум должны восторжествовать. То есть эти отношения должны быть восстановлены. Когда это будет, это уже вопрос к конкретным политикам. Прокомментируйте, пожалуйста, приезд президента Армении в Москву. Да, это важный шаг, важный этап в отношениях между Арменией и Россией. Я думаю, что будут продолжены те переговоры на расширение и укрепление контактов между Россией и Арменией и в плане экономическом, политическом, культурном, поскольку также и Россию, и Армению связывают давние исторические связи, исторические и культурные традиции. И мне кажется, это будут переговоры на расширение этих связей, на поддержку России, Армении и в экономическом, и в политическом плане, на развитие дальнейших культурных контактов.